Всем привет! Продолжаем разработку платформы для художников. На сегодня задача состоит в странице авторизации и регистрации, и также забыли пароль, тоже возможно успеем сделать. Визуально делаем, во-первых, и во-вторых накладываем Fake API, как это было в предыдущем видео, где я это делал для списка первого вот этого вот. Так, ну начнем, перейдем в код. Во-первых, начнем с чего? У нас есть main layout. Это, соответственно, вот такой вот layout с менюшкой левой, с шапкой, с поиском, с пунктами здесь и так далее. На странице логина и регистрации, авторизация и регистрации, как вы видите, layout будет совсем другой. То есть должна быть просто фоновая картинка и по центру какая-то формочка. Соответственно, что нам нужно сделать? Для начала нужно создать новый layout. Для этого назовем его, давайте не логин, а аук layout. Вот так, потому что он будет и как и на логин, так и на регистрацию, так и на восстановить пароль он будет использоваться. Возможно, еще где-то дальше, даже в дальнейшем. Возьмем дефолтную Vue.js формочку. Дальше. И что нам потребуется для вот такого вот layout? Ну, мы можем пойти сразу, я думаю, в Quasar. Там есть очень подходящий компонент для нас. Сейчас вспомню, как он называется. Секунду. Какой-то он был background image или что-то такое было похожее. Сейчас вспомним. Возможно, это просто QImage был. Нет. Сейчас попробую быстро его найти. О, Parallax это был. Не знаю, по идее он нам не подходит. Но нет, на скролл не будет, поэтому лучше, наверное, QImage использовать. Возьмем просто QImage. В принципе, нам любой пока подойдет. Так, вернемся в код. Значит, если у нас layout, пока просто возьмем div. И тут возьмем QImG. У него src. Верно. Так, и загрузим, кстати, сразу картинку к нам. Вот папка с картинками, src, assets. Создадим папку сразу img. Лого потом, если что, вынесем. Так, сюда. Назовем auch.bg. И в src укажем путь. Вот так, по идее, можно просто src, img, auch.bg.jpg. Так, самое главное, это забыли. Нужно же сначала его вывести каким-то образом. Так, для этого мы идем. Так, есть два способа. Соответственно, обычно я использую способ через route. Возможно, позже покажу его вам. Ну, в принципе, вот все, что нужно знать. Вот компонент указывается, вот компонент layout, и, соответственно, все children компоненты будут отображаться в этом layout. Но такой подход не очень подходит. Как бы, если у нас будет... То есть, такой подход подходит, если у нас здесь будет, допустим, какой-то part, слэш, и дальше какой-то page. То есть, part, home, part, topics и так далее. То есть должно какой-то начинаться URL должен будет с одной и той же фразы. Если же у нас URL начинается всегда со слэша, то есть и home у нас нужно, чтобы и логин, и слэш home, и слэш логин вели на разные лейауты, то лучше использовать второй подход. Сейчас покажу, как он реализуется. Значит, здесь у нас есть роутер view. Давно его не использовал. Сейчас попробуем вспомнить. Значит, нам нужен компонент
такой компонент, как он называется, компонент, естественно. И в нем мы можем указать is. И в is мы должны указывать название компонента, который займет это место. То есть такой компонент, который будет, вместо которого будет появляться тот компонент, который мы как бы укажем is. Сегодня не очень идет. Значит, и мы создадим компьютер переменную. Компьютер переменную, назовем ее current layout. Так, что-то еще и ESLint не хочет со мной сегодня дружить. Ладно, окей. Чего-то сегодня даже ESLint не хочет со мной дружить. Ладно, продолжим. Напишем. Тут, значит, мы должны будем проверить. If this route, то есть если у текущего роута params в параметрах, соответственно, здесь сразу мы пойдем сразу зарегистрируем компонент, точнее route. Так, тогда вот это мы пока сносим, получается. Так. Вот это мы сносим. Вот это я оставлю себе. Вот это мы сносим, вот это мы сносим. Все. Вот так. Тут запихиваем. Окей. И теперь значит, у нас будет такое правило. Если у роута ничего не будет указано, значит у него будет применяться дефолтный main layout. Если будет указан какой-то layout, соответственно будет применен этот layout. Значит, чего мы делаем? Создаем route для начала. Name login. Pass тоже будет login. Компонент. Сейчас мы вернем, позже мы его создадим, пока его нет. Тоже в pages login.view будет. И дополнительно мы ему укажем params. Так, прошу прощения, если не ошибаюсь, там поле мета, не params. Есть поле мета. Так, и опять же вот так лучше сделать. Мета. И в мета у нас будет такой ключ, как layout. Layout. И мы здесь указываем аух. И дублируем. Ну, пока не будем. Сейчас сделаем для авторизации, потом сделаем уже продублируем для регистрации. Регистрируем. Пока он ругается, соответственно, потому что нет такого компонента. Соответственно, идем сразу же создаем login.view компонент. Все, он уже не ругается. Соответственно, дальше. Теперь мы здесь обращаемся к текущему роуту, смотрим в мета. Если в мета у нас layout. Если layout есть, дальше, то есть если его нет, то мы вернем, соответственно, main. Если он есть, то мы возвращаем его, то бишь return this route meta layout. Дальше нам нужно импортнуть сюда наши два лейаута. Вот он, раз. Source layout, main layout. И второй. Аух. Layout. Так, вроде бы я правильно написал. Проверим. Только вот здесь поменять надо. И укажем S. Этот укажем как, соответственно, аух.
А этот укажем как main. Так, здесь чего-то, наверное, вот так нужно. Да. И, соответственно, теперь здесь мы указываем current layout. И надо не забыть зарегистрировать эти компоненты. Лучше где-нибудь пониже. Components, main. Ух. Так, сразу проверю, будет ли это работать. Уже вижу, что он не хочет вроде как работать. Так. Так, эта ошибка у меня постоянно возникает. Вот здесь ошибка. Может быть так. Нет, все-таки так. Мне кажется, можно просто вот так и сделать. Что-то я туплю сегодня. Есть. Так, сейчас проверю. Если получилось, то объясню вкратце, как это работает. Вообще. Видимо, не работает. Компонент. Так, компонент, наверное, вот так. Компонент. И в нем роутер view уже. Нет. Чего-то не так. Так, давайте расскажу тогда сразу и проверю, может, что-то я упустил. Естественно, скомпьютит свойство current layout. Оно проверяет, если у текущего роута есть meta layout, то он его возвращает. Соответственно, если его нет, то он возвращает всегда main. И это свойство мы, соответственно, подставляем в компонент. Соответственно, если у текущего роута нет layout ключ в мета объекте, то он возвращает всегда main. Соответственно, main это вот название нашего компонента layout основного. Ну и, соответственно, он его сюда подставляет, как бы, и должен работать основной layout должен подставляться. Но чего-то у нас не работает. Давайте попробуем вот так сделать. Значит, будем разбираться. Так, окей, давайте пойдем посмотрим. Page index, QPage. Вот наш app, вот у него компьютер свойства, current layout, он main, действительно. Мета пустой, name home. Ну, мы на home, да, находимся сейчас. Так, возможно, нужно пойти в документацию самого компонента. Давно я его не использовал. Так, это не то. Возможно, так. Вот, да, компонент из current tab component. Чего не так?
Возможно, вот так. Так, уже куча ошибок пропала. Это радует. Do not use built-in or reserved HTML elements as component ID main. Окей, давайте назовем main layout. Main layout зарегистрируем и будем main layout возвращать. Вот, все работает. Так, значит, в чем была основная ошибка? Я вставил router view в него, хотя в самом main layout уже есть router view. Соответственно, роутер немножко прифигелся, потому что он 2 раза вставляется. Поэтому это можем так сделать. Ну и, соответственно, возвращаем нашу проверку. Только здесь возвращаем не main, а main layout. Еще чего-то ругался он на main. Видимо, какое-то зарегистрированное слово для компонента. Окей. Все, теперь должно все работать. Давайте сразу вот здесь вот добавим пункт 2. Добавим кнопку авторизация. Пусть будет. Хотя зачем вот у нас есть? Давайте сюда прям приделаем. Clickable. Не помню, тупо идеи можно просто... Так, лучше вот все роуты лучше вот так указывать, на всякий случай, через name, чтобы вы пас могли в любой момент поменять. Поэтому сразу попробую вот так вот сделать. Угу. Так, роут сам работает, проблема только там с какой-то ошибкой, видимо. Так, еще ошибка. Какая-то у нас, ну, не ошибка, warning, какое-то предупреждение. Слэш hello характер. Какой слэш? Имеется в виду, что нам нужно добавить слэш или что? О, да. Окей. Оп, попали на логин. Картинку он не нашел. Ну ладно, сейчас разберемся. Вот, самое главное, что layout уже этот сработал. Мы можем убедиться, если мы вот здесь напишем да. Вот так. Так, дальше. Попробуем вот так сделать. Так, вернем. Не пойму, почему он не находит картинку, если он бы сразу ее. Так, что нам скажет QIMG? Здесь не используется. Откуда путь нужно указывать? SRC. Так, static folder, assets folder. Так, он говорит, что... конечно, assets забыл указать, но и лучше вот так, я так понимаю, указать сразу. Вот так вот. Ну, что такое? Assets. Assets, IMG. Ой, не ошибся. OPG. Вот, да. То, что нужно. Так, и нам сразу нужен какой-нибудь full width, full high, чтобы он на всю ширину растягивался. Placeholder, высота, ширина. Сейчас. Попробуем просто задать класс full. Какой-то очень хороший класс был. Есть full high, full width, типа full ширина, full высота. То есть fit. Есть какой-то, я видел класс.
Макси, что-то там. Он заполнял прям максимально все, что можно. Так уже куда-то потерял его. Ну ладно. Так, фит что нам дает? Вроде бы то, что нужно. Проблемка есть одна. Как бы его как background image использовать, а не... Так, что-то я слишком туплю, наверное, по идее. Хорошим. А здесь я не смогу картинку указать тогда. Я могу импортнуть. Давайте попробуем тогда импорт bg image from source assets img jpg. Импортнем и попробуем. Зарегистрируем дату, чтобы он не ругался. Сразу закинем сюда. Ну, закомментируем и попробуем вот здесь указать нем. Так, сделаем вот так и вот так. Смотрим код. Интересно. Если мы посмотрим в коде, путь, ну да, путь нормальный. Так, путь есть. Стайл почему-то не срабатывает, не пойму. Попробуем класс вот так сделать. Вот, это div, да. Но стайл почему-то не применяется. Background image. Ладно, попробуем найти background image. Все-таки, наверное, Q-Parallax мне нужен, как я понимаю. Попробую все-таки Q-Parallax связать. Пробуем так. Q-Parallax. SRC наш bg image. Чего такое? Вот здесь какой-то косяк появился. Угу. Хорошо, только есть тут что-нибудь? Скорость, scroll target. High. Так, окей, давай тогда класс fit попробуем. Куда пропал? Q-Parallax, понятно. Fit 100%. Окей, пробуем еще сюда fit написать. По высоте они не занимают всю высоту. Блин, найти бы мне класс мой. Хороший класс был. Вот, Maximize. Блин, его походу нет. Или есть? Вроде бы я где-то его видел, он использовался. Maximized. Блин, видимо он уже не используется нигде. Или это... А, это Q-диалог он используется. Почему-то я уверен, что я видел где-то похожий класс был, который растягивает именно на full экран и корректно, а не так, что... Ну, короче, если просто писать 100VH там или так далее, то есть через CSS самостоятельно пытаться растянуть, то на iOS постоянно бывает на Apple-овских девайсах какие-то проблемы с этим. Вот.
могу вспомнить, где я видел. Точно помню, да, что где-то в диалогах я видел, что растягивался диалог на всю ширину и высоту. Вот так. Но это максимайст, это параметр именно для Q-диалога. Я видел класс похожий был. Ладно, давайте попробуем тогда просто заиспользовать full height. Вот здесь были классы, window high есть. Наверное, все-таки его придется пока использовать. Сейчас еще раз прогляжу. Блин, очень хочется мне, конечно, найти этот класс все-таки. Сейчас. Хороший класс, надо его записать будет. Это я какой раз уже теряю. Ладно, фиг с ним. Попробую самостоятельно потом найти. Попробуем тогда вот так сделать. Куда все поплыло? Хорошо, high стал. И ширина, так понимаю, тоже все нормально. Вот здесь, видимо, максимальная высота какая-то. Нет, почему он так? Почему он так низко? Почему-то мне хочется вернуть QNG. Вот так. И просто дать ему класс. Сейчас там есть класс Absolute. Вот, full screen нашел. Вот этот класс. Сейчас сразу посмотрю, что он делает. Full screen. Ну он просто абсолютно по бокам. Окей, я понял. Вот, это то, что нужно было. Вот, все. Теперь вот здесь, я так понимаю, можно убрать. Да, все, теперь это то, что нужно. Все, кайф. Все, и размер будет сам по себе подстраиваться. Окей, продолжим. Продолжим. Теперь тут мы сделаем keyform. Сразу цвет сделаем белым. В keyform будут два кью-инпута. Тут будет лейбл логин. Тут лейбл будет пароль. Соответственно, type это password. Это type. Email. Давайте лучше просто email сделаем сразу. Где моя форма? Скорее всего, нам нужно теперь... Ну, в принципе, у нас все в форме будет, поэтому на форму повесим relative. Нет. Я чего-то видел. Нет, не видел. Relative. Вот relative position нужен. Чего-то все равно не видно. Вот он relative. Я так понимаю, за индекс его не хватает какой-то. Нет. Да, вот за индекса не хватает ему почему-то. Картинка. Блин, у картинки 6000. 6000 z индекс.
Так, а есть что-то... Fixed full, absolute full. Мне нужен absolute full на картинку тогда. Правильнее будет. Где картинка? На картинку absolute full класс нужен. А full screen вешаем вот сюда. Вот. Вот, да. Здесь тогда relative position. Я думаю, можно убрать. Окей. Дальше. Вот здесь, соответственно, row flex. Нет, row items center. И justify center. Вот, да. Центрируем его. Формы, соответственно, задаем только через style, просто хотя тут зададим form класс. Здесь scope слоты напишем session form. И задаем min. Да, блин. Min width какие-нибудь 450 пикселей. Потом дальше. В форме я также забыл keylabel указать. Если он точно такой есть. Keylabel. Key-item label. Нет, keylabel нет. Есть key-item label. Нет, тогда просто... Ну, кстати, можно здесь какой-нибудь H4 там использовать. Авторизация. Авторизация. Соответственно, задаем класс text center. Как-то так. Ну, либо, ну, text center пусть остается. Форму надо задать так же, как и выше, центрацию. Items center. И justify center, чтобы все центрировалось в форме. Только еще не хватает не row, а колонн, чтобы друг по другам все было. Так, окей, что у меня там планируется? Значит, 2 инпута. Окей. Сейчас сразу инпуты сделаем покрасивше. Fillet, я думаю. Vmodry сразу зададим. Здесь пас. И давайте, соответственно, пишем amount и pass. Что-то какой-то слишком большой отступ. Во-первых, сразу все отступы уберем. Нажмем Y нам. Вот. У Q-формы теперь зададим Q-padding all small, допустим. Нет, small мало. Medium. Large. Вот, ну, в принципе, так нормально будет. И теперь от авторизации делаем небольшой отступ вниз. И margin bottom где-то small. Ну, тут даже medium можно дать. Потом от Q инпута даем уже small. Большой отступ не нужен. Хорошо. QBTN, соответственно, в конце нужно войти. И еще QBTN забыли пароль. Здесь type submit указываем. Уже что-то я поломал, а не закрыл теги. Окей.
форму сразу при сабмите вырубаем, чтобы она... Что такое? Prevent. Чтобы она не отправлялась без надобности. Дальше. Окей. Отступ задаем от второго инпута. Imagine bottom уже здесь medium. Large тоже. Ну, пойдет так. На кнопку. Кнопку немножко нужно застилить. Что под цвет я синий взял. Но у нас синий основной цвет, поэтому вот этот у меня где-то должен был добавлен быть. Он, наверное, как primary у меня идет. Да, он у меня primary. Соответственно, на кнопку выйти я могу сразу color primary задать, я думаю. О, да, красота. О, да. Здесь я хотел бы еще tagget bold, чтобы шрифт был жирным. Нет, что там. Сейчас попробую текст white medium. Нет. Ну ладно. Жирным он прям совсем бого смотрится. Так, а вот здесь какие? Просто color и label. Странно, у меня как-то совсем жирности нет у кнопки. Ладно. Класс оставим. Сейчас может потребоваться полезайс. Если вы будете задавать, он будет во все стороны двигаться, да? Это не то, что нам нужно. Давайте зададим форму btn. Точнее, out btn. Давайте сделаем как форму. Тогда вот так сделаем. И зададим min width 350, это много. 250 тоже. 150 в самый раз. И по высоте немножко поднимем. 55. Это много. 45. 35. 40. 44. Пойдет. Инпуты нужно немного. Не знаю, если full width. Давайте, наверное, они слишком широкие будут. Да, так они слишком широкие. Давайте тогда класс опять же свой создам. Ух. Input. И здесь зададим для инпута ширину. Ширину зададим, если кнопка 150, то где-то 250, я думаю. Вот, я так думаю, самое то. Я думаю, можно даже побольше, 350. Давайте 300, думаю. Самое то. Хорошо. Теперь от этой кнопки мы еще делаем небольшой отступ вниз. Small. Хорошо. И это бы я хотел прям вот так вот сделать. Сейчас найдем похожую. Блин, вот так я хочу, но чтобы не при наведении всегда было. Нет, ладно, тогда. Вот такой вариант. Получается, flat надо добавить. Забыли добавить. Flat. Угу. И цвет тоже primary, так понимаю.
можно задать. Вот, да, то, что нужно. Размер текста только немного поменьше хочется. Текст caption. Ну, как-то так. Текст меня смущает только, что он такой тонкий слишком он. Я не понимаю, почему. Попробуем. Блин, почему-то 600 какой-то слишком жирный начинает быть. А так слишком тонкий. Ну ладно. Это роботом. Вот в чем проблема, походу, это, видимо, не роботом. Что это за шрифт? Сейчас узнаем. Написано роботом. Ну ладно. Но при этом Хельветика указано. Что-то непонятно. Почему Хельветика, если робота? Окей, с этим разберемся позже уже. Так, войти забыли пароль. Ну, я думаю, пока что сойдет. Тень только еще под карточку бы добавить, как вот здесь вот. Ее здесь тоже не видно. Сейчас попробую найти. Если здесь какой-то дефолтный... Нет, походу нет. Ну, как вариант, это можно все упаковать в Q-карт. Если это все в Q-карту упаковать, то у Q-карда есть такая... У Q-карда есть такая тень. Если попробую сейчас сюда тогда повесить все классы. Вот. Еще и с закруглением таким. Это мне нравится. Блин. Кстати, прикольно они смотрятся рядом. Maybe так и оставить. Но нет, блин, все равно как-то не так. Надо форму задать. Так. Вот. Блин, вообще стоит, я думаю, даже вот растянуть вот так. Все, тогда min-vis мы уберем. Input-vis мы тоже уберем. И зададим им тогда просто всем full width. Full width. Сейчас зададим full width. Вот так. И у формы вот это вот. Вот так вот. Сделаем еще карт. Тут будет сначала идти карт. У карта будет min-vis 450 пикселей. А вот форма уже у самой 350 пикселей. Даже 300. Вот, то, что нужно. Вот здесь только забыли пароль. По центру нужно. Текст-центр не сработает, наверное. Нет. Нужно Q Margin X Auto. Вот. Почему? Вот она, наша кнопка. Display блок. Так, display блок не хватает. Вот это вот оставляем. Блок не помню как. О, видимо блок.
Да. Все. Четко. Так, ну мне, в принципе, формочка нравится. И дальше давайте пока сделаем просто здесь аух, хендлер. Заведем у нас метод хендлер. И пока будем просто считать, что мы уже провалидировали, и пушить нас на main home, домашнюю страницу. Оп, 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 оп. Хорошо. Да, кстати, тут все-таки баг остался, его нужно будет еще пофиксить. Выпущу дополнительное маленькое видео для этого, думаю. Окей, прикрутим тогда небольшую валидацию, думаю, сразу. Но, во-первых, require достаточно. Require повесить, чтобы не пропускала форма нас без пароля и без почты. Хорошо. Это, во-первых, валидация почты самой, в принципе, встроена в HTML5 через type email. Так, вот так лучше сделаем. Через type email. Это встроена, она, в принципе, валидация в сам HTML, поэтому дополнительно нам ничего делать не нужно. Вот для пароля, я думаю, можем добавить какую-нибудь валидацию небольшую, что хотя бы там 3 символа нужно заполнить. Вот. Сейчас мы что-нибудь возьмем отсюда. Вот так вот. Мне нравится делать. Пароль. Проверяем, что value есть, и value длина, соответственно, больше 3 символов. И пишем, что пароль должен быть хотя бы 3 символа. Только не больше 3, а больше или равно 3. Чтобы нас при 3 символах тоже пропускало. То есть с одними не пропускают, с двумя пропускают, с третьими уже уходит. Так, и lazy rules можно, наверное, повесить. Хотя она и так вроде реагирует только если по нему нажать. Окей. Блин, только теперь дырка появилась большая. Поэтому нужно, наверное, сюда какую-нибудь валидацию добавить. Пусть тоже будет email. Должен быть хотя бы 3 символа. Думаю, будет правильно. Ну и эта валидация что не будет пропускать. Хотя я туплю, наверное. Я думаю, можно вот так сделать. Там есть какая-то встроенная валидация. Нет. Нет, встроенной валидации, видимо, нет. Хотя, я думаю, должна быть. Validation. Нет, что ли, валидации для почты встроенной? Не верю. Это все. Так, а где про валидацию это рассказывается? А вот validation. Condition. That validation. Окей. Блин, нет, что ли, валидации? Попробуем так сделать. Wizard
Validation email. Email. Нет, ну свой валидатор я не хочу писать. Нет желания, лучше пусть просто вернем так, как было, хотя бы 3 символа. И, соответственно, и так пусть будет. По умолчанию это будет вот так. Можно, я думаю, отступ вот здесь, кстати, убрать. Small. И вот здесь тоже medium убрать. Точнее, вот здесь не убрать нужно, вот здесь можно сделать как раз таки теперь не medium, а small. Вот, чтобы отступ от второго инпута был больше, чем от первого ко второму. Блин, что-то мне все равно хочется. Ладно, пусть будет как было. Потому что тогда совсем какая-то фигня получается. Окей. Это есть. Дальше нам нужно еще сделать страницу авторизации и регистрации. Здесь, кстати, кнопка «Забыли пароль». И еще, наверное, войти. И нужно дополнительно добавить не войти, а регистрация еще. Регистрация. TypeSap мы побираем. И нужно ее, наверное, сделать прозрачной, чтобы они вместе так не в глаза не бросались сразу же. Вот как это. Как это называется? Outline вроде бы. Вот регистрация outline пусть будет. Да, вот. И задублируем. Вот у нас есть логин. Также задублируем и регистр. Тут будет регистр. Компонент. Layout у него тоже будет pages. В pages создаем register.view. Ну, я думаю, можно просто скопировать все с логина. Так, это чего за логин такой? А где мой логин? Так. Я переборщил, я все это писал, все это время я писал все в layout. Окей. Так, ну начнем с того, что в принципе-то все это и так нужно будет. Ну нет, нам, наверное, все-таки вот это вот карт Router View сюда вставляем. Router View сюда вставляем. Вот так. И в самом логине у нас будет вот этот вот карт. Ну и соответственно, блин, стиль, конечно. Вообще я бы что-нибудь придумал, я бы за то, что что-нибудь придумать, чтобы определяло, то есть был бы один компонент и что-то в нем определяло бы это как бы регистр компонент. Или, то есть мы сейчас на странице регистрации находимся или на странице авторизации, и все. А не дублировать код в два разных компонента, как это обычно делают. Поэтому окей, давай стили перенесем пока сюда. И, соответственно, все скрипты тоже нам нужны будут там. Тут ничего не нужно. А, хотя нет, здесь нужен image. Окей, так, скопируем скрипт. Вот это нам здесь не нужно, вот это нам здесь не нужно. Все, вот все, что нужно. Работает. И в логин вставляем наш скрипт. Окей. Сейчас это должно работать как работало. Только смущают вот эти вот дыры.
очень сильно. Без ошибок они, конечно, это ужасно смотрится. Ну ладно, еще подумаем по поводу дизайна. Так, mail.ru. Здесь какой-нибудь пароль. Окей, оп, он скидает, оп, мы выходим на авторизацию. Дальше. Вот что-то мне совсем не хочется все это в регистр переносить. Удаляем. Так, вот у нас есть регистр. Я вот у него такой же. Так, если мы, допустим, будем использовать компонент логин тоже, но при этом мы будем проверять. Вот у нас есть логин. Я сразу предлагаю его переименовать. Он у нас будет не за логин отвечать, а за аук. То есть за всю, в принципе, авторизацию и регистрацию полностью. И вот здесь мы переименуем логин аук. Окей, все, это продолжает работать. Теперь, если мы перейдем на регистр, попадем сюда же. Хорошо. Теперь мы в нашем компоненте аук, в котором мы делали авторизацию, мы делаем проверочку. Я думаю, это компьютер свойства будет. Компьютер свойства будет у нас проверять current page. Current page. По умолчанию он у нас будет возвращать. Так, сейчас соберусь с мыслями. Чего-то я забыл, куда я хотел ее использовать. По умолчанию он будет возвращать логин. И мы идем и делаем везде проверочку. Нет, точнее не так. В дата мы положим дата. У нас будет вот такой объект. Текст. Форм текст. Допустим, форм текст. В нем будет ключ логин и регистр. Соответственно, мы будем проверять. Точнее, здесь мы будем указывать. У нас будет title, допустим, авторизация. То есть, и чего мы теперь будем делать? Вот здесь мы будем выводить не просто авторизация, а будем обращаться к форм текст, к ключу current page, то есть логин по умолчанию, и здесь говорит title. Соответственно, здесь title в логине это авторизация, в регистр это у нас регистрация. По умолчанию будет возвращаться логин. Окей, теперь мы делаем тут проверку. If this route name равен 1. Точнее, я думаю, в принципе, это можем просто... Я думаю, мы можем спокойно возвращать просто текущий route. Точнее, route name. Name текущего route. Все, так, здесь чего-то лишнее. Соответственно, у нас есть вот регистрация. Мы можем нажать войти. Точнее, давайте сразу тут проверку сделаем. Вот здесь second button text. Мы говорим, если у нас авторизация, то в этой кнопке надпись регистрация. Регистрация. В данном случае там будет написано, соответственно, авторизация. Окей, и для этой кнопки нам нужно задать second button link. И link, если это регистрация, то это регистр.
Если это будет, точнее, если это авторизация, то мы бросаем на регистр. Если это авторизация, мы кидаем на логин. Теперь мы идем к этой кнопке. Вот она. Лейбл. Сразу же подставляем form text current page second button text и tool можем отсюда скопировать second button link наложим. Теперь мы по идее должны вот так вот переходить между регистрацией и авторизацией, но при этом у нас один и тот же компонент. Вот. Если мы меняем какую-нибудь визуалку, то в принципе вот эта часть нижняя, сам код, то есть программирование, остается неизменным. То есть если мы захотим как-то визуально что-то подправить, нам не нужно будет бегать в один компонент page регистр и в другой компонент page логин каждый раз. Я считаю это удобней. Дальше что мы делаем? Значит, просто он переключается. Окей, вот бегаем по роутам. Дальше здесь тоже нам нужно либо войти. Еще что я хотел, не form text сделать, а form settings какой-нибудь. Form settings, я думаю, больше подойдет. Вот здесь main button текст также добавляем. То есть это войти в этом случае. В одном случае это зарегистрироваться. Так, авторизация, войти, регистрация, войти. Что-то не работает. Войти. Вот здесь мы меняем на form settings. Сюда, здесь current page. Вот, зарегистрироваться, войти. Зарегистрироваться, войти. Email, пароль. Так, только есть момент, конечно, то, что у нас при регистрации больше полей будет. Но это тоже решаемо через условия. Пока, допустим, представим, что у нас будет указываться только email и пароль. Пока я даже не знаю. Ну, там имя еще какое-нибудь. Ну, позже придумаем. Доработаем. Пока нам нужно накидать основной функционал, основную верстку как бы. Так, и забыли пароль. Думаю, можно сразу. Так, ну все поля вроде бы проименовали. Можно вот так свернуть этот момент. Что у нас по длительности? У нас уже целый час. Окей, тогда фейк API для этой формочки забыли пароль будет уже отдельным видео. Спасибо всем, кто смотрел. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Если возникли какие-то вопросы, задавайте, буду помогать. Всем спасибо, кто смотрел, всем пока.